что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Бог терпел и нам велел. Ты обязан быть удобным. Да им пофиг, кто первый встал, того и тапки. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей. 5 способов выйти из этой самой задницы. Нежопные привычки, давай их назовем. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Я хочу поговорить сегодня на очень важную тему. Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? И я не говорю про какие-то миллиарды долларов, там, какие-то миллиарды рублей, нет. Я говорю просто об элементарной, нормальной, достойной жизни. Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, и принимает себя в таком вот страдальческом настроении и говорит: не мы такие, а жизнь такая. Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Сегодня будет в этом выпуске. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Обо всем по порядку. Начнем с того, что же влияет на тебя и делает тебя неудачником. Есть всего 5 вещей, зная которые ты, как мишени в тире, будешь знать, куда целиться. Итак, поехали. Семья. Действительно, твоя семья определяет исходный код, что с тобой может случиться. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, с большой вероятностью ты возьмешь этот паттерн и понесешь его по жизни. И будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя учили ходить строем. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Третье. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять, ведь ты пока сильный, ты как бы молодой. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Поэтому совет: вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде, да? А потом вернешься в этот свой город или свою деревню, построишь школу или будешь опекать школу, да, и будешь изменять эту среду, когда будешь сильный, но не сейчас. Четвертое. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2, 3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Я из маленького, небольшого города, не такой маленький, но небольшой, город Магнитогорск. И я испытывал это все состояние. И когда я увидел выпускников моей школы, какие они, и мне так захотелось стать таким же, я немедленно принял решение поменять свое окружение. Я сделал это сразу, в моменте. Я понял, что мне надо просто перескочить в другое окружение. Так я оказался в московском физтехе. Вот. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение, да, и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все, окружение вас не отпустит, потому что окружению вы нужны такой, как сейчас. Ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Поэтому не пропусти этот момент. Создай для себя новое окружение. Пятое. Учителя.
Скажи мне, кто твой учитель, и я скажу, как сложится твоя жизнь. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, если ты чувствуешь, что сейчас полная жопа, то ты, скорее всего, найдешь доказательства, что жить в полной жопе — это нормально. Поэтому я задаю тебе сейчас этот контрольный вопрос. Кто твой учитель? Пойми, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться с тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Ну и я бы не был бы Игорем Рыбаковым, если бы сейчас не назвал тебе 5 способов выйти из этой самой задницы. С жопы. С жопы. Нежопные привычки, давай их назовем. Но сперва одна история. Я очень долго пытался понять, как, делая так, как мы делаем, как наша страна, Россия делает, как мы строим дороги, которые ломаются на 2-й год, их надо ремонтировать, да? Как мы строим дома за вот столько денег, но качество жизни в этих домах очень низкое. Как, делая то, что мы делаем, и как мы это делаем, почему мы до сих пор живем, почему мы вообще выжили? И однажды я встречаю одного человека, который мне сказал: Россия — заколдованное место, есть богоспасаемая нация. Россияне являются богоспасаемой нацией. Что бы мы ни делали, какую херню бы мы ни делали, так как мы богоспасаемы, то игра начинается снова. Поэтому еще раз призываю тех, кто может терпеть дальше вот это вот находиться в жопе, ребята, выключайте нахрен этот выпуск, он вам реально не потребуется. Обвалите мне все эти индикаторы там глубины просмотра, обвалите, вот прямо сейчас выходите, все. Потому что один хрен мы богоспасаемые, и даже находясь в полном жопе, что-нибудь произойдет, и мы сможем дальше как-то жить, мы перекрутиться. Поэтому дальше смотрят этот выпуск только те, кто хочет что-то поменять. Договорились? Итак, 5 полезных привычек, которые позволяют выпрыгнуть из жопы моментально. Первое. Не жалуйся на судьбу. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер 1 — не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка. Уясни, что тебе никто и ничего не должен. Никто и ничего. Твое содержание — то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других, это их содержание. Они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, про очередные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Если ты врач и хочешь стать замечательным врачом, учись у замечательных врачей. Если ты хочешь стать предпринимателем, ну перестань ты слушать этих всех заговорщиков, так сказать, в интернете. Учись, например, у Игоря Рыбакова или у Олега Тинькова. Или у Илона Маска, там, на худой конец. Поэтому, еще раз говорю, хочешь добиться успеха в какой-то сфере на уровне привычки, учись у тех, у которых получилось в этой сфере. Четвертая привычка, чтобы вырваться из жопы. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни. В 28, совершенно другую. В 38, все меняется. Будь изменчивым.
Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну слушай, все, это не актуальные инструменты. Если ты пытаешься забить гвоздь каким-нибудь рубанком, ты рубанок расхерачишь, да, и гвоздь не забьешь. Возьми и ударь по этому гвоздю молотком, все, забил, вот и все. Поэтому подбор правильного инструмента, ну реально решает. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Итак, 5-я полезная привычка, чтобы вырываться из жопы. Прыжком. Да, прыжком. Вообще, эта привычка называется смелость, храбрость. Но я ее сформулирую сегодня так. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там, вот. Ну, у меня так было 100 раз, у тебя так было? Я вот выработал полезную привычку. Когда мне подворачивается какой-то шанс, я всегда за него хватаюсь. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? А другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. Все, ты вооружен. Ты можешь прямо сейчас отправляться и стрелять по этим мишеням. Вот. И я прошу каждого из вас разослать это видео другим. Кто-то из вас скажет, нет, такую оснастку я оставлю себе и сам воспользуюсь, да, и стану богатым и процветающим, как Рыбаков сказал. Я говорю, подожди, мир изобилен, отправь это видео другим. Дело в том, что в богатом мире, когда много богатых людей, любая транзакция, любое взаимодействие в этом мире вместе с тобой, оно принесет тебе гораздо больше. Уловил? Все. Отправь это видео своим друзьям, знакомым, даже тем, кого не знаешь, тоже отправь. Пусть они станут богатыми и вытащат тебя из жопы, даже если ты досмотрел это видео, но все еще решаешь ничего не делать и продолжать сидеть на диване. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.